Всем привет! Очередная сегодня будет посылка с сайта Тему. Товаров немного, но они все крупногабаритные. А кто не знает, что такое Тему, это китайская интернет-площадка с бесплатной доставкой. Нам возят от 20 евро на сумму. Если заказываешь, то за доставку не оплачиваешь. Где-то за неделю все приходит довольно быстро. Если какие-то проблемы, что-то не нравится, то вы отправляете обратно, вам возвращают деньги. Тоже за возврат и за отправку. Иногда даже отправка назад не требуется, если товар дешевый. То есть все вам компенсируют. Можно за это не беспокоиться. Ну, давайте посмотрим, что у меня было в заказе. Начнем. Начну я, пожалуй, с одежды. Здесь ничего особенного. Я заказала себе вот такие вот спортивные штанишки. Они легкие, 100% полиэстер. Но, вы знаете, иногда хочется, например, идешь когда в горы, прикрыть ноги от клещей. У нас здесь есть клещи, и несмотря на прививки, они очень мелкие, все равно ничего приятного нет. Вот, поэтому я даже в жару, если вы идете на природу, лучше ноги закрыть. Почему-то я смотрела и в корзину кидала, думала, что вот здесь вот будет тоже кулиска, чтобы можно было затянуть, но здесь нет, просто широкие прямые штаны. Ну, довольно широкие, да, не велосипедки, не в обтяг, легкие. Мне по размеру подошли отлично. Я ростом 171, брала размер М-ку, и по длине они тоже хорошо, то есть они не короткие, нормальные. Вот прям ничего не подгибать, не разгибать не нужно. Ну, короче, простые обычные спортики. Дальше я заказывала, вот двоякое, конечно, у меня чувство, потому что вещь вроде бы хорошая, но использовать я ее не смогу и не буду, потому что я заказывала этот контейнер для того, чтобы делать медовик. Я сейчас делаю прямоугольный медовик, и, соответственно, потом мы по порциям храним его в холодильнике, отрезаем и выставляем на витрину. Дело в том, что я нарезаю медовик прямо вот на доске, и мне понравился этот товар, потому что здесь вот как раз доска, и вы можете резать прямо на ней. Есть небольшое углубление, но не в этом суть. Короче говоря, я смотрела все аккуратненько, чтобы все мне было по высоте хорошо подходило. И по высоте здесь все окей по бортику, кроме вот этих ручек. То есть крышка у контейнера, вот эта ручка, она оказалась утопленная с углублением. И вот это углубление, получается, мне сносит шапку у медовика. Ну, то есть, как бы за счет того, что вот они утоплены внутрь, получается, мне не хватает этой высоты для высокого медовика. Ну, для обычного медовика я делаю всего 4 слоя, 4 коржа, и он получается не такой уж высокий. В общем, буду искать какое-то другое применение. Может быть, мы будем, еще у меня есть один песочный пирог, может быть, на витрину в холодильник будем выставлять вот в этом контейнере. Ну, посмотрим. Короче говоря, сам товар по качеству отличный. Здесь закрываются 2 кнопочки, такие кулиски, их отодвигаете. То есть ничего не выпадет у вас, все нормально, надежно зафиксировано. Ну, вот кроме этого нюанса. То есть я смотрела высоту на сайте, и высота мне подходила. Но то, что вот углубление, я как-то не обратила на это внимание. В общем, ну, я могла бы, конечно, вернуть обратно, но я буду использовать, потому что в целом мне эта подставка понравилась, она выглядит прилично, добротно. Стоила она около 20 евро получилось, и промаслить единственное нужно саму вот эту деревянную подставку. В общем, пользоваться я ей, скорее всего, буду, но для других целей. Также я заказала зонтик, причем у нас как-то одномоментно все зонтики потерялись, сломались, и весна сейчас дождливая, и мы оказались что-то с 3 сломанными зонтами. В общем, я заказала еще один этот зонт специально для Тимофея, потому что у него есть фишка. Короче говоря, на ручке встроен фонарик, и когда вы идете в темноте по лужам, соответственно, вы можете включить, и у вас, когда вы его держите в руке, будет светить, чтобы вы не встали в лужу. Мне показалось, это прикольная такая фишка. И Тимофею вроде как понравилось тоже. Здесь открывается он автоматически, кнопка открытия и закрытия. Сейчас я вам продемонстрирую. Оп. Зонтик большой. Очень большой. Вот. И по краю еще есть обработка светоотражающая. То есть если
едут машины, фары, там, что будет видно вас. И он большой, то есть он прям широкий, большой такой зонтик. Мне понравился. Тимофею тоже сказал, будет носить. Вот. И складывается тоже он самостоятельно. Такой крепкий, добротный. Ну, посмотрим, как будет носиться, но пока впечатление положительное. И еще один товар, который я все никак не подберу. Я уже заказывала и показывала как-то в видео вот такую вот чистилку цедры для цитрусовых. Она мне совсем не понравилась, она какая-то тупая. Ну, ничего не получается, кроме как вот срезать тоненькую полоску с ней. Я, кстати говоря, вернула за нее деньги, и вот она у меня валяется теперь. Заказала другую. Здесь выдавливать сок с одной стороны, с другой стороны есть мини-терочка. Здесь, я так понимаю, тоже на дольки резать. Ну, хотя на картинке у них нарисовано, якобы можно и как будто бы бутылки открывать. Но мне кажется, это просто вот вставляешь и на дольки. Вот. И вот этот нож для соскабливания верхнего слоя цедры. И посмотрите, он хорошо справляется со своей задачей. То есть мы можем срезать именно вот ту цедру, которая без белой части у нас будет. Например, апельсин, у него вот эта вот белая внутренняя кожура, она дает горчинку. И чтобы ее избежать, эту горчинки, да, появления, то срезаем мы, стараемся только вверх. Либо, наоборот, нам нужно, ну, натереть мы хотим. И терка тоже очень удобная, хорошенькая, то есть довольно острая. Здесь вы тоже видите, когда остановиться, когда у нас появляется уже белая часть. Нам уже ее натирать не нужно, то есть мы только вот оранжевую верхний слой снимаем. У меня мандарин, ну я просто вам сейчас показать. Короче говоря, этот нож мне понравился больше. Правда, я не поняла все равно, зачем здесь дырочки, вот как у меня не получается. Поняла, теперь поняла, кажется, надо вот так вот ты проводишь, и у тебя получается, дескать, такими завитушками. В общем, короче, по крайней мере, он заточенный, и приспособиться к нему можно. Вот еще раз вам покажу. Терка работает. Очень удобно, хорошо. Остренькая. Вот. И давайте попробуем вот эту вот часть. Да, он просто прорезает. Довольно глубоко, причем прорезает. Мне кажется, это вот какие-то цитрусовые, типа с толстой шкуркой, если, ну, какой-нибудь, не знаю, грейпфрут, может быть, там. То есть вы можете отрезать и вот так вот счистить прям целиком дольку. Смотрите, как классно. Просто если вам нужно почистить. А если вам нужно цедру, то трите. Или вот этой вот стороной вот так вот верхнюю часть можно снять. В общем, вот эта вещь мне понравилась сильнее. Ее я рекомендую, если вы тоже ищете. Ну, сейчас сезон пасхальных куличей, Пасхи, приготовления творожной. Цитрусовые нужны будут, пригодится и для панеттоне тоже. На этом будем заканчивать. Как всегда, все ссылки, артикулы, номера в описании. И вы можете перейти воспользоваться моим промокодом, получив скидку на сумму до 100 евро новым клиентам. Ну и благодарю вас за просмотр. Напишите в комментариях обязательно, что вам особенно понравилось по качеству из тех товаров, которые вы заказывали с тему. До встречи в следующем видео. Пока!